Меня зовут Кристина, и это мой блог о вязании крючком. Собрались, разобрались. По своему желанию вы всегда можете финансово поддержать мой канал. Ссылка на донаты в описании под видео. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Привет, друзья! Меня зовут Кристина, и это мой блог о вязании крючком. Я рада приветствовать вас на своем канале. Если данное видео вам понравилось, пожалуйста, оцените его лайком и комментарием. В этом мастер-классе я расскажу и покажу, как вязать данную панаму с ушками. Вяжется она достаточно просто. Вяжу я ее из рафии Испи, потребуется вам один моток, крючок 3,5 мм или любой другой под вашу плотность вязания. По желанию вы можете использовать вот такие вот атласные ленты, и внутрь можно также пришить косую бейку. Все уже по вашему желанию. В видео я рассказываю, как сделать расчеты, чтобы связать панамку на любой обхват головы. Как отпаривать рафию, особенно вот после перевяза, либо подготовка рафии к вязанию. Я отматываю достаточно большое количество рафии. Обязательно кладу махровое полотенце, брызгаю водой из пульверизатора. И после чего берем утюг либо отпариватель. У меня отпариватель я ставлю на максимальную мощность пара. И провожу паром по рафии, не прикасаясь к ней, а только чтобы пар пробивал ее вот эти волокна, так скажем. И сейчас вы можете заметить, как рафия стала по-другому выглядеть, она больше распушилась. И ждем ее полного высыхания, и все, можно приступать к вязанию. Так я отпариваю весь моток и начинаю вязать, либо отпариваю поочередно. Приступим к вязанию. Начинаем мы с обычного кольца амигуруми. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Вязание будет без соединений, просто по спирали. Провязали 6 столбиков и стягиваем кольцо. Для того, чтобы определить, какой диаметр донышка должен быть у вас на ваш обхват головы, необходимо измерить ваш обхват. У меня это 49 сантиметров. И разделить его на число π, 3/14. Мы делим на это число и получаем свой результат. У меня это 15 с лишним сантиметров. То есть можно немного округлить и вяжем до этого предела, так скажем так. Сейчас мы будем вязать в раскол. Вводим крючок, смотрим, где у нас тут первый столбик. В раскол вводим крючок, и в первом ряду мы вяжем в каждый столбик прибавка. То есть сейчас у нас должно быть 6 прибавлений. Я вытягиваю рафию достаточно так сильно. Обратите внимание, тяну нить и затем провязываю. То есть я не стягиваю сильно петли. И верхнюю вот эту вот петлю, которую я сейчас буду провязывать, я ее не вытягиваю, никак не затягиваю слишком. Вот как она у меня вытянулась, как есть на крючке, я ее оставляю. Следующий ряд мы уже чередуем. Это будет прибавка и один столбик без накида.
вяжем также в раскол все ряды. Первый столбик я помечаю маркером, это начало ряда. Прибавка, следующий одиночный. И так мы чередуем до конца нашего круга. Следующий прибавка. Следующий ряд мы чередуем 2 столбика без накида прибавка, 2 столбика без накида прибавка. Полное описание прибавок, как расположено, вы найдете в описании под видео. Начинаем вязание 5-го ряда и вначале провязываем 3 столбика без накида, прибавка 1 столбик без накида, и после чего в следующий столбик провязываем утроение, то есть в 1 столбик из предыдущего ряда вяжем 3 столбика. В описании под видео так и будет написано утроение, то есть это значит, что в 1 столбик провязываем 3 столбика одновременно. И все описание панамки вы найдете под видео. Следующий столбик провязываем 1 столбик без накида и прибавка. И далее вяжем по описанию. Один столбик без накида. Следующее, вот где наше утроение, вот 3 столбика. В тот, который посерединке, вы можете его отметить маркером, чтобы не терять. Мы всегда вяжем утроение, тройную прибавку. В столбик, который посередине. 1, 2 и 3. И следующий одиночный. Далее по схеме в этом месте мы также делаем таким же образом. В серединку вяжем прибавку утроения. Последующие ряды вяжите самостоятельно. Все есть в описании под видео. Увидимся, когда довяжем ушки. Если вы вяжете панамку по своим расчетам, на свой размер, и у вас она должна быть либо меньше, либо большего размера, и по моему описанию у вас просто не попадаете в прибавки или в убавки, потому что вам надо больше, и все равно где-то нужно еще прибавлять, либо убавлять. Я сейчас покажу вам, в каких местах не нужно делать прибавления. Где вот у нас наше ушко формируется, вы можете вот здесь заметить. Вот от самого начала, если мы смотрим, вот оно, утроение наше. И от него мы вот так вот проводим. И сразу лучше, конечно, если вы вяжете на свой размер, отсюда маркерами помечаете вот эти места. И в этих местах вот так мы прибавки не делаем. Потому что здесь ушко. Прибавки мы делаем только в середине ушка, а по бокам мы по нашим вот расчетам, если когда мы считаем, когда делать нам прибавки по донышку, мы здесь, вот на этой территории ушка, прибавки не делаем. То есть они помечаются вот так вот маркерами. Допустим, я как рассчитываю, у меня тут в начале 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида прибавка, и дальше должно быть 13 столбиков без накида и прибавка. Тут у меня 11 столбиков. 2 столбика я переношу на эту сторону, здесь отсчитываю 1, 2 и делаю прибавление. А здесь вяжутся просто столбики без накида. И только когда нужно было, вот здесь я делала утроение, а здесь у меня уже 3 ряда идут без прибавок в ушках. Ну и также, естественно, на втором ушке мы делаем. Не забывайте также помечать начало ряда. И когда делаем убавки, вы также смотрите, чтобы убавки были вот в этих местах начинались, где вот наша
утроение. Вот эти 3 столбика убавляются, переходит в один, потом дальше смещается, убавляется вот этот столбик, здесь будет уже вот эти 3 как один, и вот этот столбик. То есть вы также для своего внимания, чтобы не терять это, можете помечать маркерами, где делать убавки. Прибавки по донышку также должны располагаться в шахматном порядке. Если вы заметите, то у меня нету таких прибавок, которые идут прям друг над другом, иначе донышко будет квадратное, а нам этого не нужно, оно должно быть круглое. То есть, и поэтому я так чередую. Вот у меня прибавка вот здесь вот находится, в этом ряду, из прошлого ряда она вот здесь, из другого ряда вот тут находится, поэтому старайтесь рассчитывать так, чтобы ваши прибавки не были одна над другой. Еще хочу сказать насчет такого момента. Когда мы вяжем наши ушки, провязали 8 рядов с прибавками в ушах и с прибавками по донышку. Когда нам надо перейти к тому моменту, где мы вяжем без прибавок в ушках, но ваше донышко еще не достигло того размера, который вам нужен, допустим, у меня должно быть 16,5 сантиметров, и я провязала 2 ряда без прибавок в ушках, но с прибавками по донышку. Все, теперь моя панамка нужного мне размера. Со следующего ряда я начинаю делать убавки и не делаю прибавок в донышках. Также вы измеряете размер своей панамки, смотрите, подходит ли вам диаметр. Допустим, у вас тоже обхват головы 49 сантиметров. Вы меряете, у вас 16,5 на данном этапе, все. Прибавки по донышку вы не делаете. Но если у вас обхват головы 56 сантиметров, вы вяжете на взрослого человека, и диаметр донышка должен быть 18 сантиметров, вы вяжете еще ряды в ушах. Прибавки не делаете, но делаете прибавки по донышку до того момента, пока ваша донышко не станет 18 сантиметров. И либо наоборот, если ваша панамка еще меньше, вы измеряете, смотрите. Если вам достаточно, то все, вы переходите к убавкам. Итак, 13 ряд вяжем по описанию нашей схемы. И теперь провязали 8 прибавок, то есть вот этих вот утроений, где ушко. И теперь не делаем утроения, а вяжем просто вот в эти утроения столбики без накида. Но по самой панамке, по ее диаметру, необходимо далее вязать прибавки. Если ваше донышко еще не достигло нужного вам размера, у меня сейчас это около 15 сантиметров, мне нужно 15,6 сантиметров, и я буду вязать по донышку с прибавками, но не делая прибавок в ушках. В ушках мы вяжем-то просто теперь по 3 столбика без накида, без прибавлений. В схеме это также все указано. И сейчас убавок необходимо сделать столько же, сколько сделали и убавок, и прибавок точнее. У меня 8 прибавок, поэтому я буду делать 8 потом убавок. Сейчас я провяжу еще столько рядов до 15,5 сантиметров, сколько мне необходимо с прибавками по донышку. И далее делать убавки. Это я еще как делать убавки, я, конечно же, расскажу и покажу. Если панамку вяжете для взрослого, можно еще провязать, допустим, не 8 рядов с прибавками на ушках, а 9. То есть тут смотрите от того, какой диаметр у донышка у вас будет. То есть где-то 8-9 это вполне достаточно для панамки. Я провязала 2 ряда без прибавок в ушках, но с прибавками по донышку. И у меня теперь нужный диаметр мне донышка. Начинаем 15 ряд, вяжем по схеме столбики без накида и доходим до вот этого места, где у нас были вот здесь вот утроение, наша прибавка.
Далее 2 ряда, где мы вязали просто столбики без накида, и это место сейчас мы будем убавлять. Вводим крючок под первый столбик с накидом, вытягиваем нить, под второй и в третий, также в раскол. У нас 4 петли на крючке, теперь подхватываем рабочую нить и провязываем все 4 петли на крючке. И далее продолжаем вязать в раскол. Вот он, следующий столбик, наша убавка. И следующий столбик. В раскол вводим крючок и продолжаем вязать по схеме. У следующего ушка делаем убавку таким же образом. Смотрим. Вот они, наши 3 прибавки. Вот они, 3 столбика от них. И здесь делаем такую же убавку. И подошли к месту, где делать убавление. Вот 3 столбика. Вот этот посередине, здесь мы сделали убавку. Также вводим крючок в первый столбик, вытягиваем нить. Столбик с убавкой. И третий столбик. И провязываем их также все вместе. Следующий столбик в раскол вяжем. У противоположного ушка делаем такую же убавку. Сколько вы делали прибавлений в ушке, у меня 8, столько и делаем убавок. То есть тоже 8 должно быть убавок. Провязали убавки, 8 убавок сделали. Если у вас было также 8 прибавок, как и у меня. Теперь необходимо вязать глубину панамки на такой размер, какой нужен вам. То есть лучше, конечно, в данном случае примерять. И вяжется она без прибавок, без убавок. То есть вяжем по кругу. Вот в этих местах, где мы делали убавки, также провязываем в раскол вот в эту вот косичку. И вяжем столбики без накида по всему периметру. Есть такой способ, как высчитать глубину. Нужно обхват головы поделить на 3, и тогда мы получим глубину нашей панамки. У меня это получается 49 делю на 3, 16,3 сантиметра. Можно увеличить до 16,5. И я буду вязать до такой глубины. То есть я отмеряю вот отсюда, от серединки, с помощью сантиметра прикладываю и веду сантиметр вниз. И когда у меня будет 16,5, на этом я останавливаю вязание тульи. Провязали панаму нужной глубины, нужного вам размера. Замеряем сантиметром вот отсюда до серединки и до конца. И смотрите, сколько у вас получилось. У меня 17 сантиметров. Все, мне этого достаточно. Для более точного замера я одеваю панамку на 3-литровую банку и делаю замер. Далее, последние столбики, 3-4 столбика до конца ряда необходимо провязать более туго. Вот такие вот небольшие, чтобы они были. И переходим к тому, чтобы вязать поля. Вязать будем за переднюю полупетлю в раскол. Первый ряд вяжем все столбики без накида, без прибавок. Вязание полей также расписано в описании под видео. Второй и последующие ряды полей необходимо будет вязать в раскол, так как вязали всю панаму. И за переднюю полупетлю провязываем до конца ряда. Также первый ряд, вот начало ряда нашего отмечаем, чтобы потом не потерять его. Провязали первый ряд за ближнюю полупетлю и далее вяжем в раскол все наши остальные ряды полей. Второй ряд это 3 столбика без накида, прибавка. 3 столбика без накида, прибавка, и так повторяем до конца ряда. И далее также вязание по схеме. Провязав почти до конца 8 ряд полей, снова нужно провязывать столбики потуже, немного поменьше, чем мы вязали до этого. Четыре столбика последних я провязываю вот поменьшего размера. И далее переходим к обвязке. Заводим крючок под косичку, вытягиваем нить
и в петлю. То есть обвязываем соединительными столбиками весь ряд. Соединительные столбики не нужно слишком затягивать, чтобы поля не, так скажем, не деформировались и слишком не стянулись. Поэтому нить на крючке немного высвобождаем и идем под следующую косичку, чтобы косички нашей обвязки были достаточно свободные. Конечно же, вы также можете провязать поля больше рядов, либо сделать меньше. Допустим, можно также сделать еще в каких-то рядах прибавки. То есть тут уже все на ваше желание, на ваше усмотрение, как вы хотите, чтобы эти поля выглядели. То есть вот эти поля можно будет также потом подогнуть, но не так сильно, а немного еще подвыпрямить, то есть вот в таком вот положении, чтобы они были. Обвязала ряд до конца. Теперь вытаскиваем нить, берем иголку с широким ушком, заводим иглу под косичку ближайшую, и в середину косички. Все, закрыли ряд, и теперь нить прячем с изнаночной стороны аккуратно, после чего обрезаем. Панамку необходимо отпарить. Я одеваю панамку на 3-литровую банку. По необходимости можно также на банку надеть шапку, после чего отпариваю. Но я не прикасаюсь утюгом, если вы делаете утюгом, к самой панамке, только обдаю ее паром, не прикасаясь к панаме. Необходимо это делать аккуратно. Также не стоит слишком много, то есть ее отпаривать, слишком много водить по ней паром, так как рафия размякнет слишком и может потерять немного свою форму. По уходу хочу сказать, что рафию испи ее не стирают в воде. То есть если панамка заморалась, вы можете ее вытереть влажной тряпкой, но не стоит панаму мочить всю полностью. Также испи не любит слишком воду на пляже, либо, допустим, где-то близко с водой. Не стоит в панаме купаться. Панама легко теряет форму. Конечно, если такое случилось, вы попали под дождь, либо где-то она намочилась слишком, надеваете панаму на банку, чтобы она была примерно таким же объемом, как и ваша панамка. И все, и панама сушится таким естественным способом на банке. И то есть вот эта вот форма, она снова придастся и будет, можно сказать, такой же, как была. Поэтому испи особо воду не любит. Старайтесь беречь панаму от воды. На этом мастер-класс закончен. Спасибо за просмотр.